Почему HYBE вдруг выпустили официальное заявление, в котором упоминаются матери Чингука и Тэхёна? Это начало скрытого внутреннего конфликта BTS? Ознакомьтесь с шокирующим откровением, которое оставило всю ARMY безмолвными и в недоумении. Музыка. Заявление меняет все. Остановитесь. Дочитайте до конца, потому что то, что происходит за этим экраном, это то, чего вы никогда раньше не представляли. Речевой пузырь. Напишите свое мнение в комментариях. Поставьте лайк, если вы удивлены, и подпишитесь, чтобы продолжить эту удивительную историю. Что на самом деле произошло между HYBE и матерями самых любимых в мире участников BTS, Чингука и Тэхёна? Почему их имена внезапно появились в официальном заявлении, выпущенном без пресс-конференции, без брифинга для СМИ и даже без предварительного уведомления самих участников? И что еще важнее, почему заявление было мгновенно удалено через несколько минут, как будто его никогда и не существовало? День начался как обычный день для многих ARMY по всему миру. Солнце еще не взошло, когда уведомление из приложения Weverse и официального сайта HYBE прервало утреннюю тишину. Заголовок заявления был холодным, чопорным и чрезмерно официальным, разъяснение относительно некоммерческой деятельности семей участников BTS. Имен не было, никаких предупреждений, и никто не ожидал, что произойдет всего лишь из нескольких строк такого текста. Но кто бы мог подумать? Менее чем через 3 минуты после публикации тысячи ARMY из разных стран сделали скриншоты содержания этого заявления. Шокирующе. В одном из абзацев было написано: «Нам известно о несоответствии в информации, предоставленной семьями двух участников относительно совместной деятельности и об упоминании имен в контексте, не одобренном компанией». Это разъяснение призвано избежать дальнейшего недопонимания относительно участия матери Чингука и матери Тэхёна в личных заявлениях, поскольку они считаются представляющими интересы группы. Это просто внутреннее недоразумение, или за этим скрывается нечто большее и более глубокое? Почему HYBE посчитала необходимым напрямую упомянуть матерей Чингука и Тэхёна? Что они сделали? Действительно ли они говорят от имени группы или пытаются сказать что-то более личное, то, о чем компания не хочет рассказывать публике? Больше всего общественность смутило не только содержание заявления, но и то, как быстро оно исчезло. В течение 11 минут после публикации страница с заявлением стала недоступна. Все официальные каналы HYBE замолчали. Никаких дальнейших действий. Никаких разъяснений по поводу разъяснений. Но HYBE не может стереть скорость интернета. Преданные и бдительные ARMY сохранили доказательства. Скриншоты распространились как вирус. В Твиттере взорвались обсуждения с теориями. Мать Чингука дала интервью старому другу и спонтанно упомянула, что Чингук просто хочет быть самим собой, а не просто товаром для бизнеса. Затем появилось короткое видео в ТикТок, где голос женщины, предположительно матери Тэхёна, спокойно говорит: «Если бы не мы, ты бы никогда не узнал BTS такими, какие вы есть сейчас». Именно эти два заявления подтолкнули HYBE к действиям. Но почему именно сейчас? Почему это всплыло на поверхность только тогда, когда BTS находились на важном этапе трансформации, некоторые участники все еще служили в армии, а фанаты по всему миру ждали самого грандиозного возвращения в истории к поп? Некоторым членам ARMY это кажется демонстрацией силы со стороны организации, которая слишком долго чувствовала, что полностью контролирует BTS даже вне контроля их семей. Но другие видят в этом форму защиты хрупкого имиджа группы. Однако все изменилось, когда несколько часов спустя известный журналист из Южной Кореи, известный своей нейтральностью и доверием к BTS, опубликовал нечто шокирующее. В своем личном аккаунте он написал: «Мне напрямую сообщили из внутренних источников HYBE, что это заявление вообще не следовало публиковать». Внутри компании царит очень реальная напряженность. Сообщается, что один из участников BTS узнал об этом и сразу же разозлился, прочитав содержание заявления. Он потребовал немедленного отзыва и пригрозил лично выступить перед СМИ, если HYBE не принесет публичных извинений. Это был Чингук, Тэхён или даже оба?
Музыка. В 21 час по сеульскому времени ARMY провели масштабную онлайн-трансляцию на различных социальных платформах, не только для обсуждения заявления, но и в знак солидарности с двумя матерями, которых они считают частью семьи BTS. На экране появилось множество эмоциональных комментариев. «Мы поддерживаем мать Чингука и мать Тэхёна. Они не просто родители. Они защитницы душ своих детей». HYBE на этот раз зашли слишком далеко. Кто дал им право заглушать голоса матерей? Но ситуация стала еще более драматичной, когда на корейском форуме, известном утечками информации из индустрии развлечений, появился анонимный пост. Автор поста утверждал, что является контрактным сотрудником отдела коммуникаций HYBE и написал: «Это заявление – результат давления со стороны высшего руководства». Есть опасения, что комментарии членов семьи нарушат стратегию запуска следующего крупного проекта, имеющего международные интересы. Но дело в том, что матери не ошибаются. Музыка, они просто говорят как матери, которые любят своих детей. Через 2 часа после того, как пост стал вирусным, Чингук и Тэхён попали в тренды в 27 странах. За ними следовали хэштеги «Решетка Респектс в Паренс» и «Решетка и Бишоул да Палагизи». Казалось, мир объединился в неудержимой волне эмоций. За одну ночь 2 материнские фигуры, которые раньше чаще оставались за кулисами, стали символом сопротивления корпоратизации в мире развлечений. Но с наступлением ночи появилось нечто, что еще больше накалило атмосферу. Одна из крупнейших японских фан-баз BTS опубликовала скриншот личного сообщения от человека, утверждающего, что он бывший сотрудник их личного штаба. В сообщении было написано: «Произошедшее – это больше, чем вы знаете». Дело не только в заявлениях. Дело в том, кто хочет контролировать представление о том, кто такие BTS на самом деле. И эти 2 матери – единственные, кого нельзя заставить замолчать, потому что они знают все, включая то, что не должно быть известно публике. Теперь вопрос, что они знают и почему HYBE посчитал необходимым упомянуть их публично? Кто на самом деле контролирует будущее направление BTS? Это начало раскола или только начало настоящего возрождения? Музыка, все первые признаки уже появились. Напряжение уже нарастает. И одно можно сказать наверняка: то, что произошло сегодня, будет нелегко забыть. Если одно официальное заявление от HYBE могло вызвать глобальную бурю менее чем за 12 часов, то представьте, что произойдет, когда правда из-за кулис начнет просачиваться одна за другой. В темноте ночи, еще согретой гневом и изумлением, музыка тысячи ARMY рассматривали скриншоты. Дев-документ под названием «Проект внутреннего ответа. Версия 3.2» начал распространяться в Telegram, Discord и на онлайн-форумах от анонимных отправителей, которые утверждали, что этот файл никогда не должен был появиться. Это фейк. Это мистификация. Обычно общественность сомневалась бы в этом. Но не в этом случае, потому что признаки подлинности документа настолько очевидны, что даже заставляют кровь фанатов замирать на мгновение. В нем были указаны дата, структура компании, даже инициалы имен известных общественности должностных лиц. Но самое удивительное – это одна часть документа, написанная жирным шрифтом, 4-й пункт: если семья, особенно мать определенного члена семьи, тем не менее, делает комментарии, которые могут нарушить стратегическую риторику, компании необходимо рассмотреть вариант односторонней коммуникации, которая смещает фокус внимания СМИ. Одно предложение, но содержание – как взрыв. Значит ли это, что HYBE с самого начала нацеливались на матерей Чингука и Тэхёна, чтобы отвлечь их внимание? Чтобы изящно заставить замолчать? Кого именно они воспринимают как угрозу? 2 матерей, которые просто хотят защитить своего ребенка, или что-то более глубокое, о чем они знают? Вскоре после распространения документа, ARMY, умеющие читать между строк, немедленно разоблачили связь. Они составили тонкую хронологию всего, что казалось совпадением: небольшое интервью, поздравительный пост ко дню рождения, короткое видео, где Тэхён сидит со своей матерью в небольшом кафе в районе Каннам. Музыка, и они обнаружили закономерность.
Во время одной из сессий, случайно записанный фанатом издалека, низкий женский голос, очень похожий на голос матери Тэхёна, произнес: «Иногда мне хочется, чтобы моему сыну дали поговорить без сценария». Речь, когда-то считавшаяся обычным излиянием чувств, теперь приобрела новый смысл. На следующий день траур в Сеуле уже не был редкостью. Основные СМИ не могли молчать. Они не могли игнорировать настойчивые требования международной общественности. Несколько телеканалов пытались приблизиться к штаб-квартире HYBE, но находились под усиленной охраной. Журналистов, пытавшихся приблизиться, немедленно останавливали сотрудники службы безопасности и заставляли отправлять запросы на интервью в письменной форме, на которые, как правило, не отвечали. Но одной радиостанции удалось взять интервью у бывшего руководителя небольшого лейбла, который когда-то участвовал в раннем этапе карьеры BTS, прежде чем они полностью присоединились к нынешней системе HYBE. В прямом эфире человек, представившийся как мистер Оуай, серьезным тоном сказал: «Вы действительно считаете, что все участники имеют полную власть над своей карьерой? У них есть право голоса, да, но окончательное решение часто не в их руках. И если кто-то со стороны, даже их собственная мать, говорит слишком громко, это считается угрозой для системы». Наступила минута молчания. Слушатели, подключившиеся к онлайн-трансляции, завалили комментарии. Значит, все это время они были не так свободны, как мы думали. И кого именно они защищают, артиста или систему? Все это заполонило экран. И вот тут все начало принимать неожиданный оборот. В 15 часов по корейскому времени официальный аккаунт фан-базы из Франции опубликовал длинное сообщение. Они утверждали, что получили электронное письмо непосредственно от сотрудника пиар-агентства, являвшегося партнером HYBE в Европе. В письме, предположительно отправленном из-за технической неполадки, содержался подготовленный, но еще не опубликованный текст извинений. «Мы приносим извинения за недоразумение, вызванное нашими предыдущими заявлениями. Мы не намерены недооценивать роль и голос семей участников BTS, включая матерей Чингука и Тэхёна, которых мы очень уважаем. Ошибки во внутренней коммуникации привели к публикации документов, которые не должны были быть одобрены для распространения. Извинения, которые еще не были объявлены. Почему HYBE написали их, но так и не опубликовали? Это из-за внутреннего давления или потому, что кто-то запретил им отступать? Некоторые аналитики индустрии предполагают, что HYBE на самом деле разделилась на два лагеря. Один хочет поддерживать отношения с семьями участников, а другой больше озабочен контролем над ситуацией и положением компании в глазах инвесторов. Сообщается, что это напряжение сохраняется с тех пор, как BTS решили взять перерыв в полноценной групповой деятельности. С другой стороны, реакция участников также находится в центре внимания. Чингук, который сейчас находится за границей по индивидуальным проектам, был замечен в аэропорту с лицом, закрытым маской и капюшоном. Но любительское видео запечатлело момент, когда фанат крикнул: «Мы с твоей матерью». И Чингук опустил голову, поднял ее и слегка улыбнулся. Несколько слов, но жест был громче, чем письменное заявление. Сам Тэхён не появлялся на публике последние 2 дня. Но в тот день на его странице в Инстаграм появилось фото чьей-то руки, держащей чашку чая, с подписью: «Если они боятся материнской любви, значит, они никогда не знали, что значит потерять». Это прямой ответ Тэхёна. Это сигнал, что он знает, что происходит, и предпочитает говорить завуалированно. Все эти вопросы указывают на одно. Происходит нечто большее. Это не просто недопонимание или ошибка в общении между поколениями. Это конфликт двух миров: обычного человеческого мира любви и честности и индустриального мира контролируемого повествования, графики и капитала. И теперь эти два мира начинают сталкиваться на глазах у публики. Кто первым осмелился предать такую огромную систему, как HYBE? Кто так отчаянно пытается распространить внутренние документы, упомянуть имена матерей участников BTS и разжечь глобальную бурю, которая до сих пор не утихла? Эти вопросы теперь не дают покоя всем, от солдат ARMY, живущих в маленькой комнате на окраине города, до журналистов-расследователей, начавших следить за черными стеклянными воротами здания HYBE Labels. Это просто проявление совести?
Или же из-за кулис скрывается нечто гораздо более глубокое и стратегическое. Ситуация стала еще более тревожной, когда анонимный аккаунт на X, ранее Twitter, с ником собака Идден Войчищар начал публиковать серию твитов, названных мемуарами сотрудников HYBE. В 12 длинных, подробных сообщениях этот аккаунт рассказывал о вещах, которые не были известны общественности: секретные комнаты для совещаний, внезапное увольнение высокопоставленных сотрудников за защиту участников группы и даже утверждение о существовании внутреннего подразделения, специально занимавшегося отбором и редактированием публичных заявлений для семей участников. Но именно одно сообщение изменило все. 3 месяца назад один сотрудник пиар-отдела больше не мог этого терпеть. Музыкой его не уволили, а он тихо ушел. Он принес копии внутренних документов в качестве гарантии безопасности, потому что во время работы он сам видел, как на семье участников оказывалось давление, в том числе, когда мать Чингука отказалась подписать письмо, запрещающее ей появляться в местных СМИ Пусана. Вместо этого ее вызвали в Сеул и допросили представители компании. Неужели это действительно так? Вскоре после того, как эта история стала вирусной, бывший продюсер, работавший над одним из документальных проектов BTS, написала ответ в своем Instagram. Она опубликовала фотографию комнаты, похожей на темную монтажную, с подписью «Я никогда не забуду голос матери Тэхёна, когда она спросила, разве я не должна сказать, что горжусь своим сыном, музыка, в то время нам сказали вырезать эту часть. Но ее выражение лица мы не можем вырезать то, что идет от сердца». Сообщество ARMY быстро восприняло это как доказательство систематических попыток цензуры любви. Любовь родителей к своим детям, которая должна быть чистейшей, воспринимается как угроза имиджу и контролю компании.